Почему он все время обрывается? Ну окей, буду надеяться, что работает, но только я не вижу это. Накидываю лужи туши на лист, и по этим лужам буду случайным образом формировать фигуру. Ориентируюсь на то, что как будто бы вот это вот у меня данность. Рисую фигуру девушки. Это такой скетчинг пером и тушью. С попытками сделать себе такую историю, когда случайные лужи как будто бы формируют то, что ты должен нарисовать. Ну так думаю, тренирует немножко фантазию. Ну не фантазию, вариативность мышления, я бы сказал. И вот из этих линий стараюсь вытащить то, что они могут мне дать. Какую ориентировку. Вот основа нашей фигуры. Стараюсь минимальными черточками показать, как идет форма. Здесь форма таза и перо. Давай уже слушайся меня. Слушайся по чуть-чуть. Тут живот, бедра. Бедра пошире, чем грудная клетка. Вот таким простым способом, там двумя штрихами раскидываю волосы. Ноги свожу так вместе. Мне кажется, это симпатично и трогательно. Ну, отсюда тыдынь, вот таким образом. Мое перо еще тоже не проснулось и не хочет рисовать. Немного проскальзывает. Не стараюсь рисовать прям много. Стараюсь рисовать какие-то основные точки вот этой фигуры, как я ее понимаю. Вот видите, оно немного так заедает на бумаге. Нужно почистить. Тут локтевой сгиб, тут бицепс. Вот такие вот простые формы. Немножко чуть-чуть подчеркиваю теневые области. Вот одна рука получилась. Точно так же отправляю и вторую руку. Простая форма для бицепса и для мышц локтевых. Ну, в принципе, может, особо сильно прорабатывать и не буду. Так, общее впечатление уже есть. А это и есть задача скетчинга.
последние штрихи. И, может быть, чуть-чуть акцентов. И вот наша история складывается. Довольно симпатично. Лучше, чем на том стриме, который сорвался сейчас. Вот такой образ. И осталось подписать, наверное. А нет, чуть еще проработаю. Сделаю некоторые детали. Там, где идет штрих, там я стараюсь выводить форму, уточнять. То есть первые штрихи — это такая довольно грубая форма, ни к чему особо не обязывающая. Но ее тоже нужно делать внимательно, потому что это же тушь, тут ничего не сотрешь. Поэтому штрихи вроде и достаточно грубые, но накладывать их стараюсь прям супер деликатно. Сейчас прохожусь по мелким моментам и детализирую их. Да, перо что-то не помогает, прям берет и проскальзывает. Ну что ж ты, звездочка. Прям немного подводишь меня. Нужно постоянно чистить. Окей. И чуть проработаю ноги. Сделаю впечатление от них более сильным, более энергичным. И чуть обобщу. Стараюсь проходить. Если когда рисовал отдельные фрагменты фигуры, то выглаживал их форму, то обобщая, выглаживаю общую форму. И обобщение очень хорошо работает, когда есть ощущение, что рисунок дробный. Ай-яй-яй. И эта дробность уходит. Но с обобщением тоже нужно быть прям супер аккуратным. И вот эти вот круговые штрихи по форме тела очень помогают создать, впечатление, в котором глаз потом опознает типа настоящие формы, потому что им деваться некуда. И может быть сейчас чуть-чуть акцентов.
Вот они. Ну окей. Ну все, собственно, подпись. Да блин, что ж ты не пишешь-то? Дорт Чикен. «2020 карантин». В общем, вот. Кому интересно, если кто хочет, эта штука продается за 1000 рублей. Но те, кто в Петербурге, то без проблем. Так. Сейчас покажу, я поближе. Тыдын, вон мои чернилки, вот мое перо, вот пупсик. Ну вот оно, все вместе. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А меня зовут Кичиген Дорт. И смотрите там внизу под видео всякие ссылки на плейлисты, на всякую радость, которая помогает рисовать быстро и красиво.